Всем привет! Это Ярослава, и это канал для тех, кто изучает русский язык. И на этом канале регулярно, раз в месяц или раз в 2 месяца мы делаем видео, где я просто разговариваю, где я просто выговариваюсь. Я рассказываю, что у меня было, что будет, какие планы, и мне интересно узнать, как ваши дела. Поэтому эти видео всегда очень спонтанные. Я просто говорю, что я думаю. Для вас есть субтитры здесь. Вы можете включить субтитры. И давайте начнем. Сегодня каждое видео, каждый раз я рассказываю, что я пью. Сегодня я пью зеленый чай с мятой. И самое интересное, что я нашла этот чай в обычном супермаркете. И посмотрите, здесь написано по-русски. Конечно, я не могла не купить этот чай. А, Написано высшее качество, зеленый чай с мятой, 25 чайных пакетиков. Вот я пью такой обычный зеленый чай с мятой. Ничего особенного. Конечно, я хотела поговорить о погоде. Все любят говорить о погоде. Я тоже. У нас, наконец, началась... Нет, скажу по-другому. У нас, наконец, закончилась зима, и можно сказать, что уже наступило лето, что уже началось лето. В Буэнос-Айресе весны нет. У нас было 2 недели, когда была погода плюс 18 и дожди, и сейчас, сегодня плюс 25, солнце. Кажется, что все, что зима закончилась. Я живу в южном полушарии, и большинство моих студентов живут в северном полушарии. И там у вас, я думаю, я вижу статистику канала, я понимаю, что большинство из вас живет в северном полушарии. И сейчас у вас осень, и уже становится холодно. Поэтому я вам сочувствую, но, если честно, я вам очень сильно завидовала. Все 6 месяцев, когда у нас было холодно, у вас было тепло, вы уже поняли, что я ненавижу холод. Я терпеть не могу зиму. Меня бесит зима, меня бесит холод. И меня часто спрашивают: "Как так? Почему? Ты же из России. В России все должны любить холод. В России все должны привыкнуть к морозам, к зиме". Нет, потому что я из России, поэтому я не люблю, когда холодно. Я в своей жизни уже видела достаточно холода, поэтому больше я не хочу. Больше я не хочу. Я до сих пор помню один случай. Это было, я не помню точно когда, но я тогда училась в университете. Кажется, что я была на 1 или на 2 курсе. И это была особенно холодная зима. Было очень холодно. Я не помню точно сколько градусов, но мне кажется, что было -38, может быть, 35, не знаю, может быть, не 40, но, в общем, было очень холодно. Конечно, я поехала в университет, конечно, я поехала потом домой. И когда я шла от остановки до дома минут 8-10, я так замерзла. Я замерзла просто до костей, что когда я только зашла в квартиру, я не могла ничего делать, я просто стояла и плакала, потому что я так замерзла. Я надеюсь, что вы понимаете теперь мою психологическую травму. Если вы любите жить в холоде, если вам нравится холодная погода, я очень за вас рада. В прошлом месяце, в сентябре, я много читала и смотрела про жизнь на Марсе. У нас было видео на канале про последнюю находку, про последнее открытие.
на Марсе, что там, может быть, есть вероятность, есть какой-то маленький-маленький призрачный процент, что на Марсе была жизнь. И вы знаете, что эта тема для меня очень интересна, что меня очень интересует все, что связано с космосом, с инопланетянами. Поэтому я про это часто, может быть, не часто, но иногда снимаю видео. Поэтому было логично, что в сентябре я читала разные книги, научную фантастику про инопланетян, про научную фантастику про жизнь на других планетах. И одна книга — это «Аэлита». Мы сейчас читаем со студентом. И про эту книгу я рассказывала в своем видео о книгах, какие есть классические книги, которые можно читать даже изучающим русский язык. И «Аэлита» — это история про двух советских мужчин. Один инженер, другой он бывший военный, но больше авантюрист. Они вдвоем полетели на Марс. На Марсе есть жизнь, и как они, точнее, окей, один, который бывший военный революционер, хочет устроить там марсианскую, марсианскую революцию и присоединить Марс к Советскому Союзу, а инженер пытается понять жизнь марсиан, он знакомится там с прекрасной марсианкой и влюбляется в нее. Ну, в общем, это не очень сложная история, потому что там достаточно простой линейный сюжет. Там нет воспоминаний, там нет интриг. Сюжет, история достаточно прямая, прямолинейная. Сначала это, потом третье, потом пятое и десятое. Поэтому, если вам стало интересно, то я рекомендую. Другая книга, которую я читаю сейчас, это тоже научная фантастика, но уже современная научная фантастика. Первая книга, советская книга, была написана в 30-х годах или в 20-х годах прошлого столетия, прошлого века. А эта книга современная американской писательницы про то, как могут жить вместе разные разумные виды в космосе. Книга называется «Открытая и замкнутая орбита». «Открытая и замкнутая орбита», кажется так. И это вторая книга в серии. Первая книга называлась «Долгий путь к маленькой сердитой планете». Очень длинное название. И эта серия очень, как описать? Она очень уютная, она очень добрая, очень комфортная. Все персонажи там друг другу помогают. Все пытаются понять культуры разных видов. Если есть какие-то конфликты, то потом все извиняются и все говорят: «Простите, пожалуйста, я не понимала, как это важно для тебя». Эта книга, эта серия книг — просто манифест принятия. Все очень добрые, все очень открытые, все очень понимающие. Я люблю, когда у главных героев все хорошо. Потом, когда у них начинаются проблемы, мне уже не нравится. Но когда у героев все хорошо, я могу читать очень долго. И еще, что я смотрела в этом месяце, точнее, я пересмотрела в этом месяце, потому что я была так воодушевлена историей про жизнь на Марсе. Это фильм «Солярис», режиссер Андрей Тарковский. Этот фильм снят по книге польского писателя, философа, футуролога Станислава Лема. Книга тоже называется «Солярис». И она рассказывает о группе космонавтов, которые полетели к одной планете. Но когда они прилетели, они узнали, что там нет жизни в нашем понимании. И оказывается, что вся эта планета — живой организм. И мне очень нравится одна мысль из этого фильма, что люди на самом деле не ищут другую жизнь.
Им не интересна другая жизнь, есть ли жизнь на других планетах или нет. Люди ищут зеркало. Они хотят увидеть, они хотят найти зеркало и увидеть себя в других, в другой жизни, в других инопланетянах, в других людях. И они хотят увидеть свое отражение. Когда этот фильм мы вспомнили со студенткой, я его пересмотрела, и, ну, конечно, шедевр. Шедевр. И, наверное, последнее. Не будем делать это видео слишком долгим, правильно? В прошлом видео, в прошлый раз я рассказывала, что я немного устала, я немного подустала, немного подвыгорела, и сентябрь я решила, что буду просто отдыхать. И мне так понравилось, мне очень понравилось не готовиться к спринтам по 20 часов в неделю. И я это уже сказала своим ребятам в спринтах, что я их не буду открывать снова. Поэтому, если вы хотели попасть ко мне в спринты, то поезд ушел. А сейчас этот проект закроется, но там осталось так много материалов. Просто 14 вебинаров. Каждому из вебинаров занятия, задания, дополнительные материалы. И это очень глубокие материалы, куда я вкладывала всю свою душу. Поэтому я их буду пересобирать, переупаковывать, переформатировать, переоформлять, чтобы у них была вторая жизнь. Если вам были интересные материалы с принтов, если вы хотите хорошо разбираться в произношении, в культуре России и не только, если вы хотите лучше говорить на разные темы, об обычной жизни и не только, там, я уже сказала, там 14 вебинаров, 12 разных тем. Если вам это интересно, то ждите, наверное, ближе к концу октября будут анонсы, а может быть и не ближе к концу октября. Посмотрим. В общем, когда я все закончу, когда я все сделаю, тогда я расскажу. Вот. А пока на этом все. Спасибо большое, что вы на этом канале. И спасибо, что вы учите русский язык со мной. Я это очень ценю, и я рада, что я могу быть полезной. Всем спасибо большое и до скорой встречи в следующем видео. Следующее видео будет Learn Russian with News на одну очень интересную тему.